Девы, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на июнь 2026 года. Месяц, когда вы получите то, чего давно ждали. И получите это не через борьбу, а через результат, который уже созрел. В этом месяце 3 сектора вашей жизни будут очень активны, как никогда. Сектор социального успеха, сектор карьеры и статуса и сектор тайных скрытых процессов. Темы денег, признания вашего публичного положения и внутренней подготовки к новому циклу встанут в полный рост. Вы будете пожинать плоды и закладывать фундамент для будущего. Но самое главное, в июне вы получите очень-очень щедрый подарок. Юпитер, планета удачи и изобилия, в конце месяца, покидая ваш сектор достижений, на целый год переходит в другой, но перед уходом он подарит нам всем прекрасные события, прощальный дар. Это может прийти к вам в виде крупной суммы денег, неожиданной прибыли, важного контракта, успеха в деле, исполнения давней мечты. О конкретном дне этого события я расскажу вам позже в прогнозе. И еще в этом месяце ваша планета-управитель Меркурий развернется в ретроградное движение в секторе вашей социальной реализации. Старые проекты, забытые контакты, люди из прошлого, клиенты, бывшие коллеги, приятели начнут возвращаться. Шанс пересмотреть и улучшить то, что раньше не получилось. И еще одно, в этом месяце будет уникальное, редкое астрологическое событие, которое даст вам возможность одним решением изменить свое будущее. О нем прямо сейчас расскажу, потом перейдем с вами по датам. 12 июня Уран в Близнецах станет ровно между кармическими узлами. Южный узел в Деве в вашем знаке – это прошлое, это накопленный опыт. Северный узел в Рыбах – это будущее и вектор нашей судьбы. Уран между ними как искра, которая зажигает и прошлое, и будущее одновременно. Действовать аспект будет до 20 июня. У многих из вас будут судьбоносные события и кармические. Это не просто слова, это действительно так. Потом пишите мне обязательно в июне, что у вас там произойдет. Такого аспекта при нашей с вами жизни еще не было. В прошлый раз такой аспект был в 1942 году, похожий. Но тогда ось была другая. Тогда северный узел был в Деве, а южный в Рыбах. Для вас, девы, это проиграется особенно лично, потому что затронет ваш сектор партнерства, контрактов, клиентов, деловых партнеров. Неожиданный разговор, письмо, звонок, заказ может перевернуть ваши старые договоренности, вывести ваши отношения с мужем, женой, деловыми партнерами, клиентами на совершенно новый уровень. Вообще вашу жизнь вывести на новый уровень. Прекрасный шанс. И очень какой-то необычный, может, даже о нем вы даже не подозреваете сейчас, что может произойти. Одним решением, одним разговором, одним заказом вы можете переписать свою судьбу. Точно аспект 12 июня, но действовать и ощущать мы его будем до конца июля. Самый пик это 12-20 июня. Запомните эту дату и напишите мне. И это еще не все. У нас с вами еще одно щедрое событие астрологическое, которое принесет и деньги, и успех, о котором я расскажу позже. А вы делитесь в комментариях, как у вас прошел май месяц. Опять же, многие девы в комментариях писали, перед тем, как я делаю прогноз, я захожу и читаю, что вы писали мне на прошлый месяц. Очень у многих тоже были увольнения, перемены в отношениях, у кого-то наконец-то сдвинулось с места продажи недвижимости, переезд, многие запланировали сейчас на июнь. Пишите, делитесь, как у вас прошел май. И чтобы гороскоп проигрался в плюс, чтобы все эти щедрые планеты принесли вам удачу, изобилие, рост и расширение, пишите в комментариях. Уже по традиции мы с вами закрепляем свои намерения на будущий месяц. Во благо мне и моей семье принимаю, благодарю. После слов «принимаю» можете написать, чего вы ждете от июня. Если вы планируете переезд, покупку недвижимости, автомобиля, отношения, свадьбу, пишите свои пожелания, чего вы ждете от этого месяца. И после этого слово «благодарю». 1 июня Меркурий переходит в знак Рак в ваш 11-й дом гороскопа. Сектор друзей, единомышленников, коллективов, соцсетей, планов на будущее – один из самых активных секторов этого месяца. Новости, звонки, сообщения, поездки, любые контакты будут окрашены именно в эти темы и связаны именно с вашим окружением. Рак – знак очень эмоциональный, глубокий, связанный с семьей, с прошлым, с корнями, поэтому ваше общение в ближайшие недели станет не поверхностным, а очень личным, душевным, иногда ностальгическим. Вы будете говорить с людьми не просто о делах, а о жизни, о детстве, о том, что вас связывает, о каких-то воспоминаниях своих.
Меркурий отвечает у нас за дороги, и в ближайшей неделе вас ждут поездки к друзьям или вместе с друзьями. Вы можете сорваться в соседний город, навестить старого приятеля, поехать компанией на какое-то мероприятие, на свадьбу, на день рождения. Возможно, поездка туда, где вы когда-то жили, или на родину. Рак включает тему прошлого и корней. Друзья могут к вам приехать, эта встреча будет эмоциональной, теплой. Меркурий отвечает у нас еще и за новости. Новости будут приходить, какие-то сообщения о радостных событиях в жизни ваших друзей, подруг. Может быть, кто-то из них женится, выходит замуж, у них рождается ребенок, вас позвали крестным или крестной. Вы получите приглашение куда-то на какое-то мероприятие. Возможны новости от бывших коллег, одноклассников, людей, с которыми вы давно не общались. Рак возвращает в прошлое, поэтому не удивляйтесь звонкам от тех, кого вы не ожидали услышать, или встречи неожиданной с кем-то из прошлого. Ваш телефон будет переполнен сообщениями, звонками, приглашениями в какие-то чаты, группы. Если вы ведете блог, соцсети, ждите оживления, новых подписчиков, интересных коллабораций. Если вы работаете, то будут переговоры о совместных проектах, планерках, коллективных задачах, могут появиться новые коллеги, будут перемены в коллективе. А если вы не работаете, или вы, к примеру, на пенсии, может быть больше общения с подругами, соседями, внуками, участие в каких-то группах по интересам. Через эти контакты может прийти вам важная информация, которая повлияет на ваши планы. Меркурий будет в вашем 11 доме долго, до 9 августа. С 1 по 29 июня он будет идти в прямом движении. Время активного общения, запуска совместных проектов, планирования поездок. С 29 июня по 23 июля Меркурий будет ретроградным. Поездки, переговоры, переезд, это все потребует пересмотра. Билеты вы можете переносить. Старые контакты будут появляться после 23 июля. Меркурий снова пойдет в прямое движение до 9 августа, даст вам завершающий импульс в этих темах. Меркурий в Раке может принести вам документы еще какие-то связанные с вашей недвижимостью, с вашим имуществом, с наследством. Много чего будет решаться в этот период до 9 августа. И о ретроградном Меркурии я сделаю отдельное видео. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. Я смотрела статистику по своему каналу, 78% смотрят меня без подписки. Пишите в комментариях, почему вы не подписываетесь. Может, вы не можете зарегистрироваться на YouTube или еще какие-то у вас причины. Подписывайтесь обязательно. Если вы планируете что-то крупное, крупную поездку, свадьбу, переезд, покупку автомобиля, особенно что-то ценное, крупное, делайте это до 26 июня, либо уже после 25 июля. Если вы впервые у меня на канале, я провожу личные разборы в PDF-формате. Пишите мне на электронную почту или Telegram, Instagram. Все ссылки есть в описании канала, и в закрепленном комментарии я также оставлю. Пока что цены такие, я их буду повышать. Если вы хотели давно обратиться, пишите мне в личные сообщения. Для тех, кто спрашивал в комментариях про контакты моего мужа, он брокер в Дубае, в Таиланде, продает недвижимость. Если вас интересует, вы хотите вложить инвестиции, зарабатывать на этом или для себя купить, пишите мне, либо ему в Instagram. Я тоже закрываю сделки и даю бесплатные консультации. Обязательно, в какой период лучше всего вам вкладываться, когда лучше продавать недвижимость, покупать. Поэтому обращайтесь. Все ссылки оставляю в закрепленном комментарии. 3 июня Меркурий из вашего 11 дома гороскопа будет делать благоприятный аспект к кармическому узлу в 7 доме гороскопа. День, когда Вселенная дает зеленый свет. Меркурий, управитель ваш в Раке в 11 доме друзей, протягивает руку северному узлу судьбы в вашем 7 доме партнерства. Через разговоры, звонки, переговоры, сообщения от друзей, от старых знакомых, от клиентов решится то, о чем вы мечтали. Ваша давняя мечта или цель, связанная с коллективным проектом, личной жизнью, может получить мощный импульс к исполнению. Одно знакомство, может быть, друг организовывает, какое-то мероприятие, где-то вы с кем-то познакомитесь там, или приглашение в гости, в этот день способно перерасти в крепкий союз. Вы получите звонок от старого друга или подруги с неожиданным, но очень своевременным предложением, или от коллеги. Возможно, вам напишут из коллектива, чата, соцсетей, позовут в чем-то участвовать, на какую-то презентацию,
не знаю, какую-то коллаборацию предложит, и это полностью совпадет с вашими истинными желаниями. Документы, подписанные в этот день, особенно договора о сотрудничестве, соглашения с партнерами, закладываются на годы вперед. Вы можете получить приглашение на встречу, где встретите человека, с которым давно хотели познакомиться. Возможно, кто-то из женщин, подруга, сестра или коллега сыграет роль посредника, судьбы, замолвит за вас словечко. Если был какой-то спор, суд, известие в этот день, скорее всего, придет в вашу пользу, и, возможно, спонтанная поездка к друзьям или вместе с ними, которая обернется важным разговором и новыми договоренностями, именно выгодными для вас. Самое главное, не отмалчивайтесь, не сидите дома в этот день, отвечайте, делайте шаги навстречу своим желаниям, принимайте приглашения, проговаривайте мечты вслух кругу единомышленников, свои цели, планы. Ваш управитель Меркурий и ось судьбы работают сейчас в унисон, превращая слова в реальность. Мечта может исполниться, если вы дадите ей дорогу через общение. Если вы одиноки, в этот день вы можете через друзей или где-то в компании на мероприятии встретить свою судьбу, человека, который в будущем станет вашим мужем или женой. 9 июня Венера и Юпитер, две самые щедрые планеты нашей Солнечной системы, соединяются в знаке Рака в 26 градусе, для любителей астрологии, кто меня уточняет, в вашем 11 доме гороскопа, коллективов, друзей, планов, социального успеха. Главный денежный подарочный день месяца лично для вас, девы. И сейчас я вам расскажу, как это все может проиграться. Смотрите, в прошлом году, 12 августа 2025 года, если я не ошибаюсь, было точное соединение. Сейчас повторный шанс. Редко, когда 2 раза Юпитер и Венера соединяются в одном знаке. Вспомните, что тогда происходило. Если тогда вы упустили какой-то шанс, какую-то возможность, не рискнули, не получили своего, то сейчас Вселенная вам это вернет. Может прийти вам крупный денежный перевод, неожиданный от друга, партнера, возврат старого долга, о котором вы забыли, денежный какой-то контракт, денежный подарок от женщины, подруги, сестры, мамы, коллеги, выигрыш в лотерею, конкурсе или просто за вас какая-то женщина в вашем круге замолвит словечко, и вы можете закрыть крупную сделку, можете получить грант, премию в коллективе, приглашение на дорогое мероприятие полностью, которое будет оплачено за чужой счет. Подарок в виде техники, телефона, смартфона, поездки, оплаченной друзьями. Может быть, новость о свадьбе подруги или рождении ребенка у ваших близких. Какое-то очень радостное событие, очень крупное. Вы можете оказаться важным гостем, вам могут дарить подарки какие-то щедрые, о которых вы мечтали, но не позволяли себе купить. Может быть, какой-то билет на концерт супер дорогой, концерт мечты. Вам могут написать с каким-то денежным предложением, которое очень классно повлияет на ваш доход. Вас заметят в соцсетях, предложат какой-то рекламный контракт, коллаборацию, получите, может быть, даже наследство или выплату, о которой не догадывались. Блог, канал неожиданно может выстрелить, принести вам деньги, развитие, аудиторию, рост подписчиков. Вас позовут в совместный бизнес, в коллективный проект, который окажется очень прибыльным. Возможно, помиритесь с человеком, с которым были в ссоре. Это все принесет облегчение и новые возможности. Все, что я перечислила, в любом случае у кого-то из вас будет происходить. Очень классный гармоничный аспект. Обе планеты, они благодетели, они приносят только хорошее. Каждый получит по своим заслугам, кто что заслужил. И то, о чем вы давно мечтали, то, к чему вы давно шли, может исполниться именно в июне, ваша мечта давняя. Ну, допустим, вы мечтали о каком-то щеночке породистом, но как-то жалели денег. Почему щеночки? Может быть, вы мечтали о своей конюшне, о лошади, и вот вам ее в июне подарят. Какой-то крупный подарок может быть и от Вселенной, и от вашего окружения. Прекрасное время, может быть, достижение цели. Наконец-то то, что вы себе наметили, вы достигнете. Обязательно делитесь и пишите, что у вас произойдет в этот день. И если вы хотите знать, в каком доме это произойдет у вас лично, в каком доме гороскопа, посмотрите в натальной карте у себя, где находится 26 градус знака Рак. Там и будет это соединение. У кого-то это будет 7 дом, отношения, партнерство, встретите свою судьбу, человека, с которым в дальнейшем поженитесь, выйти замуж за него. А для кого-то может быть в 4 доме покупка недвижимости, получение ее в подарок. Пишите в комментариях, я вам скажу, как у вас проиграется. Либо, если вы не умеете смотреть по своей натальной карте, оставьте время, место и
дату рождения, обязательно все 3 пункта, и точное время, и точное место. Тогда я вам рассчитаю и скажу, как у вас проиграется это все. Если в этот день вас куда-то зовут, вас куда-то приглашают, идите. Если вам предлагают помощь, деньги, подарок, берите, не отказывайтесь из ложной скромности. Венера и Юпитер соединяются не каждый день, повторно, тем более в знаке, который экзальтирует. Юпитер там в экзальтации, он силен. Может касаться подарок недвижимости, также земли. Может, вы наконец-то продадите свой участок, получите крупную сумму денег, найдется выгодный клиент. День изобилия. Обязательно пишите в комментариях. Принимаю этот день 9 июня и его дары для себя. Фиксируйте намерения в комментариях. И после 9 июня делитесь, что у вас там произошло. Я каждую историю вашу читаю, отвечаю на все ваши комментарии. С 9 по 20 июня, я бы даже сказала, с 7 по 20 июня будут происходить какие-то магические, чудесные события у каждого из нас. И я бы даже сказала так, что каждый из нас получит по заслугам. 10 июня Меркурий в 11 доме гороскопа будет делать квадрат к Сатурну в Овне в 8 доме гороскопа. Напряженный аспект. Ваши контакты, планы, коллективные обсуждения могут натыкаться на какие-то финансовые, психологические ограничения. Меркурий, ваш планета-управитель, хочет договариваться, обсуждать, строить совместные проекты. А Сатурн в 8 дене долгов, кредитов, страхов и чужих денег шепчет: нет, сначала нужно разобраться с обязательствами. И квадрат – это препятствие. Вот в этот день оно будет ощущаться особенно остро. Вам могут отказать в выплате по какому-то проекту коллективному. Друг может попросить в долг, а вы окажетесь в сложном положении. Старый долг или штраф может всплыть в этот день и потребовать немедленного вашего внимания. В чате с друзьями, коллегами может возникнуть спор из-за денег, и вам придет неприятное известие из налоговой, банка, страховой. Можете узнать, что кто-то из окружения скрывал от вас финансовую информацию. Коллективный проект может затормозиться из-за нехватки бюджета или бюрократии. Вас может накрыть чувство, что вы вложили в друзей, в общее дело больше, чем получили. И может это у вас вызвать обиду или раздражение. Сатурн в 8 доме может проявиться как психологическое давление. Вы почувствуете себя изолированным от коллектива, или, может, куда-то все едут, собираются, а вы должны работать в этот день. У вас не получается поехать вместе со всеми. Не давайте лучше в этот день в долг, сами не берите именно в этот день, не подписывайте финансовые документы, сделки какие-то. Не ведите важных переговоров. Там прекрасный день, 9 июня и следующие дни, но именно 10 и 11 такие напряженненькие. Пропустим их для больших свершений. Энергию лучше направьте на разбор каких-то своих финансов, проверьте счета, закройте мелкие задолженности, пересмотрите подписки. Не день для каких-то широких жестов. Такой немножко неприятный день, но вы не переживайте, это все временно, он пройдет. Ну, к примеру, 9 июня вам приходит крупная сумма или вам дарят безвозмездно, а на следующий день, 10 июня, приходит уведомление из банка о том, что нужно подтвердить происхождение средств или оформить документы, или закрыть кредит, о котором вы забыли. Подарка это не отменяет, но просто нужно будет на что-то потратиться, закрыть что-то. Ну, знаете, когда получаете какую-то сумму денег и не хотелось бы ее растрачивать. Просто этот аспект 10 июня дается для того, чтобы вы сели, просчитали все, подумали, прописали договор, договорились. Дайте себе, если вы получите классное крупное предложение, дайте себе 2 дня, если это придет 9 июня, 2 дня на обдумывание, да? Не надо сразу, потому что Юпитер у нас такие любит широкие жесты, крупные покупки. Вы можете, кстати, совершить крупную покупку, о которой вы мечтали. Может, вы деньги собирали на машину, на какое-то дорогое украшение, мероприятие, и вот наконец-то мечта осуществится и сделать какую-то крупную покупку. 13 июня Венера переходит в знак Лев, в ваш 12-й дом гороскопа. Сектор уединения, творчества, изоляции, миграции, дальних поездок и тайных процессов. Она пробудет тут до 9 июля. Это будет период, когда планета красоты, денег, гармонии, удовольствия, женщин станет вашим личным ангелом-хранителем. Она будет щедро одаривать вас, но за кулисами и тихо. Лев добавляет этому транзиту страсти, желание творить, наслаждаться жизнью, радоваться, пусть даже только для себя. В ближайшие недели может неожиданно потянуть создавать какую-то красоту своими руками. Может, вы начнете вышивать, вязать, плести что-то, создавать украшения, бренд одежды, может, вы захотите свой создать, заняться
каким-то творчеством, не просто хобби. Это может быть как способ успокоиться, получить огромное удовольствие. Можете заняться новым хобби, живопись, лепка, не знаю, создание каких-то интерьерных коллажей, даже все что угодно, все, что вам нравится. И это занятие принесет вам не только гармонию, но и какие-то заказы, даже может принести деньги. Вы решите, к примеру, для себя что-то снимать, видео, а потом начнут они набирать охват, и у вас будут заказывать рекламу, либо вы решили, не знаю, заняться, ай, пойти обучиться чему-то творческому для себя, для начала, там, научиться стричь, делать маникюр, а потом решите, что вы хотите переходить в эту сферу, вам нравится, или вы начнете подружкам делать, знакомым, а они неожиданно вам за это еще и деньги, подарки будут давать. Если вы уже работаете в сфере медицины, в сфере красоты, то будет больше благодарных клиентов и щедрых чаевых. Неважно, вы там косметолог, массажист, медсестра, к вам выстроится очередь, которая будет не только платить, но и дарить вам подарки. Вам захочется выглядеть красивее, даже если вы просто идете в магазин. Яркий маникюр, новая стрижка, какой-то парфюм. Покупайте, не экономьте на себе в этот период. Еще вы можете втайне помогать кому-то, перевести деньги там, в благотворительный фонд, купить продукты одинокой соседке, отдать там свои вещи в хорошие руки. Эта тайная благотворительность вернется вам огромным чувством внутреннего покоя. Дети, если у вас есть, могут вас порадовать. Может, дети займутся новым хобби, творчеством, или вы отправите их в лагерь, на море с родственниками поедете, с детьми. Все пройдет гладко. Прекрасно по Венере во Льве отдыхать, наслаждаться жизнью, ездить в путешествия, в какие-то отели, красивые места. Деньги в этот период могут приходить вам как дары. Может быть, вам дадут премию задним числом, оставят щедрые чаевые, принесут подарок какой-то ценный, или вы старую заначку найдете. Помощь будет приходить от женщин, подруг, мам, коллег, просто так от души. Вам захотят сделать что-то приятное, что-то оплатить, походы в ресторан, прическу, стилиста. Ну, вообще очень классный период, когда и вам будут дарить подарки, и вы их будете делать от души. Венера во Льве в 12 доме любит, когда вы творите, когда вы отдыхаете, когда вы занимаетесь любимым делом, принимаете дары в тишине, не афишируя их и делаете. Все, что вы создадите и получите сейчас, в будущем принесет вам признание. И скоро откроется для вас прекрасный период, когда Венера, планета красоты и гармонии, перейдет в ваш знак Девы. Но об этом уже в следующих прогнозах. 15 июня происходит новолуние в Близнецах в вашем 10 доме гороскопы. Новый профессиональный цикл, который будет разворачиваться в ближайшие полгода. 10 дом – сектор карьеры, статуса, власти, авторитета, отношений с начальством, с госструктурами. Близнецы добавляют сюда энергию информации, контактов, переговоров, поездок. Все новые возможности сейчас придут к вам через разговоры, звонки, документы, коммуникацию и предложения от руководства. Точка, когда вы сажаете сейчас по новолунию семя, которое к декабрю даст вам или повышение, или смену работы, публичное признание, популярность. Вам могут предложить новую должность, расширение обязанностей, но пока в виде разговора или письма, может на испытательном сроке. Можете получить какое-то приглашение на собеседование, на конференцию или важную встречу с руководством, и это повлияет на ваш статус. Документы, поданные в эти дни, особенно связанные с лицензиями, аттестацией, регистрацией, пойдут быстрее. Классно по новолунию их запускать. Если вы планировали вот с 15 июня, начинайте, но до 26. Если вы хотели заявить о себе в своей профессии, записаться на обучение, обновить резюме, запустить блог, делайте это сейчас. Новолуние – идеальное время, чтобы сформулировать намерения о своей карьере на ближайшие полгода. Прописывайте свои желания, цели, делайте для этого какой-то шаг, хотя бы маленький, но все равно сделайте. Может, черновое видео запишите, если вы соцсеть хотите вести. Если вы хотите обучиться какому-то языку, попробуйте, откройте бесплатные видео на YouTube. Запускайте воронку событий сами по этому новолунию, делайте шаг.
Кстати, у меня есть гайд «Карта желаний». Это инструкция, как правильно составить карту желаний, какие сектора что писать, по какому цвету, в какой день, какие слова правильно прописывать. Все это я расписала, собрала в один гайд. Стоимость его как 2 чашки кофе, но зато он остается у вас навсегда, и вы будете правильно делать карту желаний, а не просто она у вас будет пылиться и лежать. Самое главное, что там есть спусковой крючок, который я сделала. Я сама использую последние 5 лет, я так составляю свои карты желаний, что у меня сбывается абсолютно все. Хотите верьте, хотите нет. У меня есть своя методика, по которой прямо в ближайшие 2 недели сразу я даю запуск карты желаний. Переходите по ссылке, прямо под этим видео есть магазин, ссылка на магазин, и в закрепленном комментарии также. Новолуние – это лучшее время, чтобы составлять карту желаний, прописывать свои цели, тем более по 10-му дому. Если вы хотите выиграть какой-то конкурс, соревнование, если вы хотите достичь чего-то в карьере, если вы хотите стать популярным, добиться, реализовать себя. Самое лучшее новолуние для того, чтобы закладывать намерения. 21 июня Солнце переходит в знак Рака, ваш 11-й дом гороскопа. Туда же, где находится уже Меркурий, ваша планета-управитель, и фокус внимания еще больше смещается на друзей, коллективы, соцсети и планы на будущее. Солнце высвечивает эту сферу, дает ясность, оно дает вам вес в глазах окружающих. Вы можете стать лидером в своем коллективе, в чате, в группе, в сообществе. Поездки к друзьям или вместе с ними активизируются. Вам будут приходить новости от подруг, приятелей, бывших коллег, которые касаются семьи, каких-то свадеб, семейных каких-то мероприятий. Рак добавляет душевности и ностальгии. Разговоры будут теплыми, личными. Если вы ведете соцсети или блог, ваша аудитория будет расти, ваши слова находить отклик. Если вы занимаетесь недвижимостью, прекрасный месяц, и июнь, и июль для того, чтобы договариваться, ходить на разные презентации, проекты. Солнце тут подсвечивает и дает энергию всему, что запустил Меркурий в знаке Рака. Все, что в начале месяца вы начали проговаривать, договариваться, запускать, сейчас по Солнцу высветится и начнет давать вам плоды и результаты. По 11 дому вы можете достичь своей цели. Наконец-то, если вы себе поставили там, к примеру, цель, вот у меня, мое желание, моя цель 100 тысяч подписчиков, к примеру. В этот день, после перехода Солнца, в ближайшие недели, вы можете подходить к этой точке реализации. Прекрасный период, прекрасное время, делитесь, рассказывайте, что у вас там происходит, мероприятия, поездки, коллективы, перемены в коллективе, поездки домой, на родину. И 25 июня Солнце будет в напряженном аспекте к Нептуну в 8 доме. Тут день такой напряженный именно для денежных вопросов, которые связаны с друзьями и коллективными проектами. Туман, иллюзии могут давать именно в сфере, этот Нептун в сфере чужих финансов, долгов, инвестиций и кредитов, каких-то крупных сумм. Вам могут предложить сомнительную инвестицию от знакомых, друг может попросить в долг и не вернуть. Или вы сами поддадитесь на иллюзии выгодной совместной какой-то покупки. Лучше в этот день не принимайте решений финансовых, не нужно подписывать какие-то ценные бумаги, вкладываться в большие коллективные проекты. Проверяйте любую информацию, связанную с общими деньгами, страховыми и налоговыми. День для проверки счетов и наведения порядка своих финансов, но не для обязательств. Переждите, и если у вас есть такая возможность назначить дату подписания, делайте это до 23 вот 21 июня можете сделать, 22 июня. 25 не надо, там уже Меркурий начинает разворачиваться, поэтому лучше не стоит. 28 июня Марс переходит в знак Близнецы в ваш 10-й дом гороскопа. И с этого дня включается режим активных действий в сфере вашего статуса, вашей реализации, вашей карьеры. Марс – планета действий, инициативы, напора, но также она отвечает и за конфликты, споры. В Близнецах Марс становится очень быстрым, импульсивным. Он не будет идти напролом, как в Овне, конечно же, но станет действовать через информацию, переговоры, поездки, интеллект. В ближайшие недели ваша карьера будет продвигаться не через какую-то грубую силу, а именно через ваши слова, через умение договориться,
через ваши идеи, через ваше умение коммуницировать. Вы будете больше ездить по рабочим делам, вести переговоры, готовить документы, активно общаться с руководством, с госструктурами, активно вести соцсети, продвигать их. Марс в Близнецах дает острый ум и быструю реакцию, но он может сделать вас более резкими в словах и склонными к спорам, словесным перепалкам. Тут будьте осторожны, чтобы не наговорить лишнего. 10-й дом — это не только начальник на работе, это ваш статус, ваша репутация, ваша должность, это ваш муж, отец, там кто-то более авторитетный, человек, с которым вы официально связаны или который отражает ваш статус в обществе. Это люди, которые выше нас по положению. Может быть, государственные структуры, закон, суд, налоговая. Марс в 10 доме принесет вам активность во всех этих сферах. Вы можете начать решать вопрос с документами в госорганах, получить какую-то повестку или долгожданное одобрение. Можете стать инициатором важного разговора с супругом о вашем общем статусе, переезде, о деньгах. Кто-то из вас может неожиданно получить повышение или, наоборот, решить уволиться, резко уйти с работы, громко хлопнуть дверью. Ваш авторитет в глазах окружающих будет расти, если вы будете действовать решительно, но без хамства. Будьте осторожны с конфликтами, особенно в соцсетях, с начальством, с чиновниками. Марс в Близнецах делает язык очень острым, и вы можете сказать то, о чем пожалеете позже. Используйте эту энергию для того, чтобы заявить о себе, поднять свой статус, решить юридические вопросы, навести порядок в своей репутации. Помните, что Марс в 10 доме — время, когда нужно не отсиживаться, а действовать уверенно. Но действовать не напролом, не кулаками, а словом. 29 июня происходит полнолуние в знаке Козерог в вашем 5 доме гороскопа, и Меркурий разворачивается в ретроградное движение в этот же день в вашем 11 доме гороскопа. День, когда вы можете получить итоги в сфере творчества, любви, детей, собственного дела. Полнолуние в 5 доме дает кульминацию того, что вы начали полгода назад. Решение по вопросам, которые уже запущены. Вы получите результат в теме отношений, любовного треугольника, романтической истории, итог или решение по творческому проекту, по вопросу, связанному с ребенком. По полнолунию может быть признание в любви, получение предложения руки и сердца, новость о беременности или о успехах ваших детей, творческая работа, хобби, блог, ваш бизнес, что-то прояснится. Может, вы решите переформатировать, сделать новый формат, изменить название, тем более, что еще Меркурий развернется, изменить название, услуги поменять в своем бизнесе. Это прекрасно по ретро-Меркурию делать, цены менять, позицию менять, обновлять в соцсетях, не знаю, фотографии там по бизнесу, что-то. Может быть, вы решите взять помощника, СММ, специалиста. По вашему делу тут придет какая-то ясность. Если вы до этого сомневались, что-то делать, не делать, вводить, не вводить, менять, тут уже прояснится по полнолунию. Полнолуние действует 14 дней еще после этой даты. Может ваш блог принести вам результат, публикацию, оплату, признание, или вам напишут о сотрудничестве, либо вы наконец-то достигнете того порога, о котором вы мечтали. Там, к примеру, наберете 1000 подписчиков в YouTube, подключите монетизацию. То есть день, когда приходит ясность, когда что-то становится ясным, приходит наконец-то решение и итог. Одновременно Меркурий разворачивается в ретроградное движение, о нем я сделала отдельное видео, но до 23 июля вопросы друзей, коллективов, планов потребуют пересмотра. Кто-то из ваших бывших коллег может вернуться, либо вы вернетесь в коллектив, где вы уже работали. Не начинайте ничего нового, завершайте старое, переделывайте, пересматривайте, исправляйте ошибки. А вот полнолуние даст вам честный ответ. Вы увидите, куда вам двигаться вообще дальше. 30 июня Юпитер, самая щедрая планета нашей Солнечной системы, переходит в знак Лев, в ваш 12-й дом гороскопа на целый год. Лев для Юпитера — это огненная, творческая, такая царственная стихия. Он чувствует себя здесь прекрасно, ему комфортно, он щедрый, он яркий, он любит внимание и успех, признание. Но для вашего знака он будет в аспекте, который нужно будет приложить вам усилия, чтобы чего-то добиться.
он не перестанет быть щедрым, но просто на голову вам ничего не свалится. Нужно для этого что-то делать. Его дары не будут просто так падать. Он будет давать очень большие вам возможности, а брать их придется вам самим. Если вы готовы действовать, вы получите сполна подарков судьбы. Если будете просто сидеть и ждать, ничего не менять в своей жизни, просто мечтать и бояться, этот успех пройдет мимо вас. Транзит может принести вам скрытую удачу, помощь через тайных покровителей, успех в миграционных делах, в творчестве, может сделать вас популярным блогером или в вашей творческой среде популярным, неважно, вы актер, музыкант, художник. Крупные поступления будут финансовые у вас от творческих проектов, особенно над которыми вы работаете в одиночку. Ваша сила в ближайший год в работе за кулисами. Время прекрасное, я обязательно подробненько расскажу, как это все может проиграться, там очень много этажей, но Юпитер в Льве очень прекрасный. Не знаю, вы смотрите по асценденту этот прогноз, вы асцендентная дева или вы солнечная дева. Если вам интересно, куда переходит Юпитер в вашей карте, возможно, для вас он пока что переходит в 11-й дом гороскопа, если так сетка домов расположена. Пишите под этим видео, либо уже дождитесь, я сделаю отдельно для каждого знака по Юпитеру во Льве, и там вы мне будете скидывать свои данные, я вам буду говорить, в какой сектор перешел Юпитер, где вам ждать удачу, рост, расширение, что вам вообще, в принципе, ожидать от этого транзита. Делитесь, хотите вы отдельное видео для каждого знака по Юпитеру или одно видео для всех знаков. Вот таким вот будет для вас июнь. Я считаю, что он будет очень прекрасным. И июль месяц тоже продолжит эти же энергии. Скоро многие планеты перейдут в ваш первый дом гороскопа, девы, высветят вас. Прекрасный период. Прошу вас, поддержите это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь обязательно. И подписывайтесь на телеграм-канал, там я тоже буду добавлять прогнозы для всех знаков. Он бесплатный, все ссылки есть в описании моего канала, либо в закрепленном комментарии под этим видео ищите. Благодарю вас за просмотр, желаю вам удачного и счастливого месяца, дорогие девы!